Уважаемые дамы и господа, следующий вопрос, который необходимо рассмотреть, да, потому что это влияет на судьбу человека, на его правильность выбора направления, где обучаться, да, в сфере эзотерики. Это что такое позитивность человека и как это связано с его взаимодействием с различными силами в тонком мире. Да, почему это важно? Да, в современном мире настолько вот система координат, да, духовно-нравственные стандарты сбиты, что раньше в духовных учениях то, что считалось преступлением, там, в зороастризме, скажем, однополые браки, это хуже, чем убийство. Да, сейчас защищается законом. Да. Настолько сбита система ценностей, что люди оправдывают, скажем, уныние, генерировать негативную энергию, которая человека разрушает, да, вместо того, чтобы культивировать позитив, свет. Там, вредные привычки, слабости и прочее. Да. Если бы был позитивный стандарт, люди бы к нему стремились. Сейчас стандартом является то, что человек видит вокруг. Да. Нечто такое разнообразное, мягко говоря, и неопределенное. Что такое позитивность человека? Да, если в первом приближении в тонком мире мы смотрим на человека, если он позитивный, он светлый, он сияет. Да. Если он негативный, то его энергия базовая, она будет темная. То есть он оправдывает там зло, обман, предательство, воровство и прочее. Он сам по себе будет темным. Да? И если часть такого, он будет серенький, да, между добром и злом. Фактически понимание, развлечение добра и зла – это одна из ключевых задач всех духовных учений за все время. А сейчас она куда-то там исчезла, отошла на второй план. Да, а это как бы важно. Вот чем задается позитивность человека? Фактически, во что мы верим. Да, то есть, если мы выбираем быть честным вместо лжи, да, мы формируем внутри себя позитивные программы и позитивную энергию. Выбираем ложь, то негативную программу и негативную энергию. То же самое касается бесстрашия, страх, там, достоинства, неуважения к себе и многое другое. То есть задается нравственным выбором. Что здесь важно понять? Если вы желаете себе всех возможных благ, сила, счастье, совершенство, успех, там, чувство, наслаждение и так далее, нужно четко понимать, что позитивность – это, с одной стороны, одна из основных оценок человека в тонком мире. То есть сила смотрит, ты чей? Ты темный или светлый? Да, это одна из основных характеристик, и она же определяет, а что заслуживает человек. Чтобы он заслуживал душевных благ, там, покой, чувства, высокие состояния, творчество, там, полет души, он должен быть позитивен, да, потому что это почва для всего хорошего. Если в нем есть страх, раздражительность, зависть, я надеюсь, всем понятно, что этими проявлениями вы разрушаете все высокое и, да, самое ценное. И чувства разрушаются с каждым обидным словом. И в целом, когда человек находится вот в этом состоянии, грубо говоря, ничего хорошего там не растет. А если вдруг какие-то семена попали в неблагоприятную почву, может что-то вяленькое вырастет, но долго не проживет. Поэтому позитивность – это принципиальный вопрос. Да, исходя из этого, если вы желаете себе блага, то нужно перед собой поставить задачу выбирать позитивное направление, да, потому что оно может привести к этим результатам. Серые негативные к этим результатам не приведут, чтобы там не говорилось. Но если человек выбирает светлый путь, нужно понимать, что это не простой путь. Нужно решать множество различных задач. В конечном итоге, если человек становится на путь света, на путь развития, он выбирает что? Со всеми негативными программами, проблемами, слабостями, глупостями попрощаться полностью. Это и есть его развитие, освобождение от зла. Это непросто, да, потому что лень в сторону, страх в сторону, и все остальные недостатки нужно убрать. Но это и делает человека сильнее. То есть нужно понимать, что если это путь света, это как спортивная тренировка. Человеку нужно двигаться вверх, включать усилия воли, там, расчеты определенные, как достигать совершенства и так далее. Нужно вкладывать усилия. Чтобы катиться с горки, идти
по несветлому пути особых усилий во многих случаях и не нужно. Да? Можно включить лень, вредные привычки, расслабиться и просто катиться с горки. И задача зла и темных сил человека к этому вести там, самыми различными способами. Ну и рекламу по телевизору в ряде случаев, и сущности там нашептывают, да, и что там в обществе происходит нехорошего. Задача человека утянуть туда как можно ниже, глубже, да, воды или там в миры животных. Да, поэтому вот эти различия нужно понять и для себя определиться. Светлый путь, он непростой, тренировка, но только он дает человеку максимум благ. А другие пути, они могут быть там со сладкими речами, с какими-то там фантиками, но в конечном итоге они ведут человека куда-то. В тартарары, в ад, да, ведут человека, куда они ведут. Ну или к каким-то другим неприятным последствиям, неприятным результатам. Это первое, что касается человека. Второе, что касается сил тонкого мира. На самом деле взаимодействие происходит очень просто. Каждому по вере его. Если человек выбирает обман, там, да, другие недостойные проявления, к нему автоматически подключаются темные силы и говорят: ты наш клиент. Ну, если немного грубее, это наша корова, и мы ее доим. Да, и бонус, который получают темные силы и темные эгрегоры, состоит в чем? Включил человек состояние страха, с него скачивают эту энергию. И ради этого, собственно, стоит поработать над развитием страха и других пороков. Да? Если человек выбирает путь света, за это нужно посражаться. То есть он говорит, что я хочу с проблемами попрощаться, в себе там все достоинства сформировать. Да, тогда он может подключаться к светлым силам и шаг за шагом изучать, что мешает от этого освобождаться, что помогает, да, быть достойным, быть светлым, совершенным, шаг за шагом к этому идти. Да, поэтому, если вы желаете себе действительно счастья, да, высоких состояний, чувств, там, благ, пламенного сердца, нужно определиться, что мой выбор – это путь света, и за этот путь нужно посражаться, да, потому что автоматически за этим следует связь с силами тонкого мира, и к вершинам, и к счастью, к успеху, совершенству ведут светлые силы. Да, они светлые, их задачи мы с вами рассмотрели. Как бы не хорошо звучала реклама, ну, мягко говоря, в водах ничего хорошего и приятного нет. Правильного выбора и, пожалуйста, путь света – это то, для чего создается душа человека. Все остальное, как бы нравилось, не нравилось, но это глубокие заблуждения с печальными последствиями. Правильного выбора, успехов!